Здравствуйте! В этом выпуске я покажу, как быстро приготовить из одного замеса два разных бисквита. Один шоколадный, к примеру, и один классический. Этот способ сэкономит, конечно, ваше время и ваши деньги. Рецепт, а также вся нужная информация будет в описании под видео. Выливаем белки в большую емкость. И со щепоткой соли нам нужно взбить белки в пышную пену. Белки лучше брать комнатной температуры, чтобы сахар хорошо растворялся в белках. Как только белки взбились до нужного состояния, начинаем подсыпать сахар и продолжаем дальше взбивать. Подсыпаем сахар, хорошенько взбиваем приблизительно до 1 минуты и потом подсыпаем следующую порцию. Сахар я разделила на 4 этапа. Промежуток между подсыпанием сахара 1 минута приблизительно. После того, как мы ввели весь сахар, продолжаем еще взбивать несколько минут. У нас должна получиться такая хорошая плотная меренга. Теперь начинаем вводить желтки. Миксер работает на максимальных оборотах, и мы как бы дальше продолжаем взбивать и добавляем желтки. Тоже не все сразу, а частями. Добавили желтки, хорошенько вымешиваем. Как только желтки соединились с белками, добавляем следующую часть желтков. Желтки я добавляла в 3 этапа. После того, как мы соединили желтки с белками, у нас получается вот такая, видите, пышная масса. Теперь начинаем добавлять муку, также порциями. Высыпаем муку и вымешиваем миксером на слабых оборотах. Как только эта часть муки соединилась с массой, добавляем следующую и делаем то же самое, пока у нас не закончится вся мука. В итоге у нас должно получиться легкое воздушное тесто. С этого момента нужно делать все как можно быстрее. Берем чистую подготовленную миску, делим бисквитное тесто пополам и выливаем сюда половину. К этой половине добавляем крахмал и быстро, хорошенько все вымешиваем лопаткой. К другой половине добавляем какао и разрыхлитель. И также все хорошенько вымешиваем. Берем 2 формы для выпекания. Диаметр у меня 18 сантиметров и высота где-то 6 сантиметров. В одну форму выливаем белое тесто, а в другую шоколадное. Ставим выпекаться в разогретую духовку до 160 градусов на 35 минут. После того, как бисквиты остыли, вырезаем бисквиты из формы. Сначала один, потом другой. Если вдруг окажется, что на шоколадном бисквите есть небольшая шапка, ее просто срезаем, и у нас получается все равно ровный хороший бисквит. Оба бисквита достаточно пышные, воздушные и легкие. Из этих бисквитов можно формировать один высокий торт высотой 14 сантиметров или 2 небольших торта. Напоминаю, что вся нужная информация есть в описании под видео. На этом говорю пока. До следующего выпуска.